Привет, я Саша Капуста, это канал Твой шрифтовый фетиш, серии видео по созданию вариативного шрифта FontLab. В этом уроке мы с вами разберемся с режимами отображения наших слоев в программе, с тем, какие вообще бывают способы отображения слоя, и также удалим несколько из них, чтобы просто понять, как это вообще в принципе работает. Иконки справа от названия слоя на панели Layers and Master позволяет нам переключать режимы этого слоя. Самый простейший вариант — это если я нажму блокировку, теперь я не могу выбрать слой, не могу его удалить, не могу его как-то отредактировать, ничего с ним сделать. Это нужно на случай случайного удаления. Это первое. Второе — это режим технического слоя. Это что значит? Это значит то, что данный слой, во-первых, не участвует в интерполяции, в экспорте шрифта, и он не влияет на отображение. То есть, если я нажму пробел сейчас, то он пропадет. Я буду видеть только текущий слой, даже несмотря на то, что здесь стоит у меня глазик. Если я сейчас отключу технический слой и нажму пробел, то я увижу и его. Это не очень удобно, поэтому, разумеется, маска всегда включается у нас в виде технического слоя. Следующее — это у нас режим каркаса. Каркас работает с векторными объектами, то есть он позволяет на фоне отобразить контур буквы. Как это может нам пригодиться? Допустим, я сейчас маску уберу и продублирую слой, конкретно в этом глифе. Дам ему название какое-нибудь, там, неважно, как он называется, то есть это полноценный слой. Теперь, если я его немножко видоизменю, сделаю, например, жирным этот шрифт, это начертание. Вот он так выглядит. А так выглядит наш обычный слой. Если, допустим, я включу маску, то у меня он, видите, он сливается. Я не могу увидеть, сравнить два разных начертания. Допустим, я рисую шрифт, в котором есть тонкое и жирное начертание. И мне нужно посмотреть, как они между собой соединяются. В таком режиме они, конечно же, мешают друг другу. Если я переключу слой в режим каркаса, то теперь я на фоне вижу этот голубой фон. Почему голубой? Потому что следующая колонка позволяет нам выбрать цвет этого фона. Например, я могу сделать его красным, могу нажать рандомайзер, и тогда они все поменяются, разных цветов будут. По умолчанию здесь это таким образом показывается. То есть, если я сейчас, кстати, видите, я нажимаю пробел, и я вижу все равно этот контур жирной буквы. Почему? Потому что он не переключен в технический режим. Я переключил его в технический режим, нажимаю пробел, и теперь он не мешает непосредственно при просмотру. То есть я могу теперь немножко его построить, чтобы у меня более плавная была интерполяция. То есть для этого и нужны эти переключатели между собой. Сейчас я этот слой удаляю, мне он не нужен. Возвращаемся к слою маска. В принципе, основные режимы переключения на панели Layers and Master я вам объяснил, поэтому в целом сложного ничего нет. То есть это просто полезные подрежимы отображения слоя, который у нас находится на фоне. Мы уже нарисовали нашу букву H, мы уже задали параметры толщины всех вертикальных, горизонтальных слоев в квадратных буквах, ее размер и так далее. Поэтому образец, который у нас лежит на фоне, нам уже просто-напросто не нужен, потому что мы уже никак не будем его использовать, мы уже все придумали. Поэтому у нас два варианта, что мы можем здесь сделать. Первый — это просто его отключить. В целом, почему нет, мы его теперь не видим, он нам не мешает, и в целом все окей. Но когда у нас один такой слой маска, в целом это нормально. Он никак не мешает нам в работе, но когда у нас в каждой букве находится такой уже неактуальный слой, это увеличивает размер файла проекта. От этого FontLab начинает работать медленнее. Ему нужно анализировать каждый слой не только непосредственно шрифта, но и все слои, которые могут с ним как-то связаны, все слои маски. Это увеличивает процесс сохранения, увеличивает процесс обработки всех данных. То есть там, где у нас как-то это связано с основным слоем, FontLab, хочешь не хочешь, приходится это как-то анализировать, чтобы понять, а нужно с ним что-то сделать или не нужно. И чтобы наш файл шрифта весил 100, 200, 300 килобайт, файл проекта я имею в виду даже, а не готового шрифта, а не 5, 10, 50 мегабайт, понятное дело, что такой файл очень долго будет сохраняться, нам желательно почищать весь мусор сразу, не копить его. Поэтому вместо того, чтобы просто его отключить, я его удалю. Я выбираю этот слой, нажимаю либо на минус сюда, либо нажимаю Delete, и FontLab меня спрашивает, о чем мне, собственно, сделать с этим слоем. Удалить его в текущем глифе или удалить его во всех глифах. Так как я стараюсь
делать все это сразу, это во-первых. А во-вторых, не трогать глифы, в которых я не знаю, что там лежит, может быть, там действительно пока еще нужный слой мне. Я предпочитаю всегда удалять все в текущем глифе, поэтому жму конкретный глиф, она удаляется, и теперь все, в нашем шрифте есть полноценная буква H, ничего лишнего, все только то, что нужно. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовый фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.